Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в солнечную Францию и приготовим невероятно вкусный шоколадный десерт, который буквально тает во рту. Поэтому не теряем больше времени и поехали готовить! Сегодня мы приготовим всем известный французский десерт – шоколадный фондан, или как его еще называют лава-кейк. Это название он получил благодаря своей текстуре. При разрезе нежная серединка вытекает, словно похожа на лаву. И для приготовления данного десерта нам понадобятся самые простые ингредиенты. И один из них, и самый важный, это шоколад. Можете взять любой шоколад, который вам нравится, или молочный, или черный. Я взяла молочный шоколад. И у меня он кондитерский, вот такие небольшие кусочки. Но я все равно его нарежу еще чуть-чуть, чтобы он при водяной бане расплавлялся равномерно. Когда мы этого все сделаем, мы его добавим в миску, точнее не добавим, а отправим в миску. И к нему мы добавим еще сливочное масло хорошего качества. В своем рецепте я использую, точнее не только в этом рецепте, а во всех своих рецептах с выпечки, я использую масло 82%. Добавляем. И вся эта красота мы отправляем на водяную баню. Главное, чтобы дно нашей миски в никаком случае не прикосновалось к воде. Нам нужно растопить шоколад с маслом за счет пара, который образуется при нагревании воды. Периодически помешиваем, чтобы масса стала полностью однородной. Когда шоколад с маслом растопились и объединились между собой, переходим к следующим этапам. В миску отправляем 2 яиц. Раз. И 2. К ним мы добавим обычный белый кристаллический сахар. Оп. Обязательно добавляем ваниль для вкуса. И здесь вы можете, конечно, работать или с миксером, или, как я, с венчиком. Все хорошо нам нужно объединить, так, чтобы сахар как бы растворился точнее в яиц. Затем вводим в яичную смесь растопленный шоколад с маслом и тщательно перемешиваем до однородности. После этого добавляем просеянную муку в один этап и обязательно чуть-чуть соли. Это для баланса вкуса. И снова хорошо перемешиваем. В итоге должно получиться густое тягучее тесто. Это нормальная консистенция для фондана. А теперь нам нужно подготовить формы для нашего десерта. Фондан – это порционный десерт, поэтому лучше всего использовать вот такие небольшие формочки. Их нужно тщательно подготовить. Нам нужно сделать французскую рубашку. Это когда хорошо мы смазываем со всех сторон наша формочка сливочного масла. А после этого, чтобы наш десерт случайно не остался во формочке, нам нужно посыпать нашу формочку с какао. Таким образом, тонким слоем, и какао хорошо распределяем по формочке. Таким образом мы гарантируем, что наш десерт выйдет с первого раза. Вот так делаем, и то же самое мы сделаем с нашу вторую формочку. В подготовленной форме выкладываем тесто с помощью ложки. И здесь есть важный момент. Не заполняем форму примерно на полсантиметра до края, так как при выпекании десерт увеличивается в объеме и может вытечь. Наш десерт уже во формочках, поэтому мы их отправляем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов примерно на 10 минут. Конечно, ребята, вам нужно ориентироваться по вашей духовке. Фондан должен подняться, а края должны схватиться, а серединка должна остаться мягкой. Это главный признак готовности нашего десерта. Ну все, отправляем.
Ребята, наш французский десерт наконец-то готов. Он получился невероятно вкусным. Единственное, я бы, наверное, в будущем, когда буду его делать, буду добавлять еще сыр с плесенью, типа Рокфорд, Дорблю или даже какой-то кусочек бри. Думаю, получится еще вкуснее. Поэтому, если вы не пробовали данный рецепт, то обязательно попробуйте. Я уверена, он вам очень понравится. И если вам сегодняшнее видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!